Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю знаменитый, необыкновенно вкусный, нежный, тающий во рту торт «Черный лес», или как он по-немецки называется «Шварцвельда Киршторте». Данная версия торта, который я сегодня буду делать, готовится очень быстро. Буквально за 2 часа вместе с выпечкой я уже испеку коржи и соберу весь этот торт. Классический вариант приготовления данного торта есть на моем канале. Проходите, ссылку я оставлю в описании к данному видео. Но этот, который сегодня мы приготовим, ничем не уступает по вкусовым качествам именно классическому на венском бисквитному торту. Итак, приготовим бисквит. Здесь 3 яйца среднего размера, 2 пакетика ванильного сахара 16 грамм, 140 грамм сахара, порциями буду вводить и буду взбивать яичную массу примерно 3-4 минуты. Яйца, естественно, комнатной температуры. Вот такая масса в итоге у меня получается пышная, дольше взбивать нет смысла. Туда же я сейчас добавляю 75 мл молока комнатной обязательной температуры, также 75 грамм растительного масла без запаха, все это просто перемешиваю, ничего здесь не взбиваю. Сахар на данном этапе уже должен полностью раствориться. 170 грамм муки я туда просеиваю. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Вот это важно. Также я добавляю туда 30 грамм какао-порошка. Какао-порошок у меня не алкализованный, обычный. 9 грамм разрыхлителя. И я добавляю туда щепотку соли. Все это просто перемешиваю венчиками. Ничего здесь больше не взбиваю. Лопаткой перемешивать тоже нет смысла. Тесто достаточно здесь стабильное, оно никуда у нас не осядет, потому что мы используем разрыхлитель. Форма у меня будет 20 сантиметров в диаметре. Форму я ничем не смазываю. Выпекать будем при температуре 175 градусов Цельсия в заранее разогретой духовке, режим вверх-вниз без конвекции. Примерно 35-40 минут. У меня прошло около 40 минут, бисквит испекся. Нажимаем сверху, он пружинит. Также проверяем деревянной шпажкой, она должна выходить у нас сухая и чистая. Как только он остыл у меня до комнатной температуры, я сразу же нарезаю его на коржи. Бисквит на вкус как очень легкий шифоновый бисквит получается. Вообще к торту Шварцвельда Киршторте, вот черный лес торт, используются всегда очень легкие бисквиты. Венский бисквит есть на моем канале, классический, но для многих тяжело его делать, кому-то не бюджетно кажется, потому что он на сливочном масле. А вот этот, на мой взгляд, он ничем не уступает по вкусу венскому именно бисквиту. Этот бисквит очень легкий на вкус, дополняет собой именно любую начинку, он как бы ее раскрывает. 3 коржа мы уже приготовили заранее, и сейчас мы уже приступаем к приготовлению начинки. Итак, здесь у меня 350 грамм вишни и 330 грамм вишневого компота, в котором вишня у меня была в банке, 45 грамм кукурузного крахмала, 1 чайная ложка корицы и 2 столовые ложки лимонного сока свежевыжатого. Все это просто перемешиваю. Компот у меня очень сладкий, поэтому сахара я дополнительно туда не добавляла. Вы же смотрите по сладости своего компота. На умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании довожу сейчас до кипения. Как только пошли первые пузыри, провариваю еще примерно 30 секунд и снимаю с огня. Итак, добавляю туда теперь всю эту консервированную вишню, просто аккуратно перемешиваю, и вишневая прослойка уже у нас готова. Сразу же сейчас будем ее использовать в торте. По поводу корицы вы можете ее брать, можете не брать здесь в начинку, но у нас в Германии обычно ее используют, потому что очень много вариантов приготовления этого торта, но в классическом
варианте приготовления используется. Здесь в обычную кипяченую воду я добавляю ромовый ароматизатор для пропитки. Вообще в классическом варианте используется вишневая настойка, так называемая киршвассер. Это спиртной такой напиток вишневый, но вы можете использовать все, что вы хотите. Коньяк, также можете использовать вишневый ликер, иногда я беру, можете использовать киршвассер, то есть это типа такой вишневой водки. Можете и безалкогольную делать пропитку. Итак, сейчас 2 коржа я пропитала и выкладываю ровно по половине прослойки вишневой на каждый корж. Видите, как удобно. Средний корж я выложила на такую временную подложечку, и просто потом очень аккуратно я переложу уже при сборке торта и соберу таким образом торт. Здесь очень важно дать остыть этой прослойке до комнатной температуры, пока мы в это время приготовим крем. «250 мл сливок здесь, 70 грамм сахарной пудры, 2 пакетика ванильного сахара, 250 грамм сыра маскарпоне и 300 грамм творожно-сливочного сыра типа Альметте Хохланд. Девочки, кто из Германии, это у нас обычный фришкезе. Любой фирмы можете брать. Все молочные продукты здесь очень холодные. Крем взбивается очень быстро, взбиваем до устойчивых пиков, и очень глянцевый, красивый крем в итоге получается. Крем, который всегда выручает вот в таких быстрых тортиках. И сразу же мы приступаем сейчас к дальнейшей сборке этого торта. Вишневая прослойка у нас уже остыла до нужной температуры, пока мы готовили крем. Я даже не ставила все эти коржи в холодильник. Если у вас будет лето, очень жаркое, когда вы будете готовить этот торт, вы можете на 10 минут поставить в холодильник. И сразу же дальше собирать. Мы этот торт сегодня готовим без желатина. Готовится он очень просто и очень быстро. И мы все-таки, несмотря на быстроту приготовления, мы соблюдаем также именно тот момент, что вишневую прослойку мы варим на крахмале, как это в Германии делается, как правило, в приготовлении этого торта. Все это получается с первого раза, и я думаю, проблем не будет ни у кого, даже у новичков. Аккуратно перекладываю второй корж. Как я уже сказала, этот корж я уже тоже пропитала, обязательно это нужно сделать. И также выкладываю сюда из кондитерского мешка остальной крем. Крем я поделила примерно на 3 части. То есть на первый корж, на второй корж и третий корж слегка крема я наношу по бокам и сверху, и на украшение. Торт, как я уже сказала, 20 сантиметров в диаметре. Вес примерно 2 килограмма, может быть 2 килограмма 100 грамм. То есть все будет зависеть именно от количества пропитки, которую вы возьмете, и от вида украшения. Также я хорошо пропитываю третий корж. И как вы уже успели заметить, здесь я не использую даже кондитерское кольцо при сборке данного торта. То есть вот эта вишневая прослойка, она быстро схватывается, ее не нужно замораживать, как на желатине. Все это очень удобно и очень комфортно. Если вы правильно сварите ее, крахмал не чувствуется. Я не советую здесь использовать картофельный крахмал. Лучше, конечно же, кукурузный. Здесь у меня обычная покупная крошка шоколадная. Я посыпаю там, где считаю нужным, и делаю завитки из остатков крема. Насадка у меня здесь кондитерская 1М. Выкладываю здесь вишни в сиропе. И в принципе торт у меня уже оформлен. Это классическое, по сути, оформление торта Шварцвальда Киршторта или торта Черный лес из региона Шварцвальд. Поэтому он так и называется. Там у нас вишни растут, очень много вишней. Плантации вишневые, поэтому именно оттуда он и происходит, этот торт. Нарезается очень хорошо, буквально 3 часа он у меня простоял в холодильнике, очень стабильный, можете подольше его оставить. И он будет именно пропитанным, таким сочным. Вкусы очень хорошо здесь сочетаются все в этом тортике.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.